вышла DLC Phantom Liberty, а это значит, что жизненный цикл Cyberpunk 2077 подошел к концу. Позади у нас почти 3 года бесплатных DLC и патчей, которые превратили Cyberpunk в очень хорошую игру с невероятно интересным и богатым миром, который разработчики развивали все это время, создавая невероятные истории, которые мы с вами полюбили всем сердцем и душой. Но сегодня мы посмотрим уже на последнее заключительное обновление 2.0 и на платное DLC Phantom Liberty, которое превратило Cyberpunk 2077 в чистейшую классику и в шедевр на все времена. И начнем мы, пожалуй, с Phantom Liberty. Ведь этот DLC привносит в игру целый новый район со своей собственной, нереально интересной сюжетной кампанией, которая сильно влияет на концовку игры и дополняет основной сюжет. Вас ждут зубодробительные перестрелки, интересные персонажи и бодрый шпионский боевик высшего класса. Ну а какая здесь шикарная музыка! Не будем радоваться раньше времени, давайте-ка сначала посмотрим на качество самого DLC и начнем с персонажей. Phantom Liberty их много. Прям очень много, но, к счастью, всем новым героям дали время раскрыться в полной мере, и должен сказать, они хороши. Прям очень хороши. Удивительно даже, что DLC так ответственно подошло к раскрытию новых героев и в целом добавило больше жизни в город Найт-Сити. Ну и, кстати, старых персонажей тоже не забыли, многим добавили больше глубины, и это приятно. Хорошо, что игра развивается и вглубь, и вширь. Но, увы, я в деталях не могу вам рассказать о новых героях, поскольку это большущие сюжетные спойлеры, и вы меня съедите с потрохами. Поэтому давайте-ка поговорим про Джонни Сильверхенда, который в этом DLC перетягивает одеяло на себя всей своей харизмой. Oh, come on. Answer. I'll have a double cheeseburger while you're at it. Если коротко, в Джонни просто взяли и вдохнули жизнь, как будто бы у Киану Ривза открылось второе дыхание, и он подошел к этому персонажу еще более ответственно. Теперь, когда он появляется, он постоянно жестикулирует, двигается, задвигает интересные речи. Это очень круто, и Phantom Liberty проделала прям огромную работу над ошибками. И самое главное, то, что они правильно наконец-то показали персонажа Джонни Сильверхенда. В оригинале он, просто был козлом, потому что он козел. Потому что он Джонни Сильверхенд. Это синоним слову козлиный, и все. А тут мы узнаем, что у него есть на самом деле довольно-таки серьезный армейский бэкграунд, и он переживает из-за этого. Реально переживает, почему он дезертировал, как он служил, что повидал. Это мы все узнаем, параллельно проходя сюжетную кампанию DLC. Это очень интересно, поэтому каждое появление Джонни — это новый такой яркий перформанс, и ты его ждешь с нетерпением. Давайте переходим к грустному. Да, в игре нет русской озвучки, как вы уже поняли, все на английском, но, слава богу, интерфейс и текст, и меню, и вообще все остальное, кроме озвучки, все переведено на русский язык, и это приятно. Но русская озвучка, как бы в этом DLC, она есть, но она очень странная. Stash house, by the looks of it. Так, что у нас тут? Я не знаю, как это работает, но вот так вот на Xbox обстоят дела с озвучкой английской. Иногда короткие фразы V почему-то на русском языке. Я подозреваю, что игра подтягивает файлы из оригинальной полноценной сюжетной кампании, и каким-то образом это все вот так вот получается. Странно, непонятно и довольно-таки всрато. В первый раз у меня чуть сердце в пятки не ушло, я думал, вау, сейчас я буду эксклюзив записывать. Русская озвучка все-таки есть, просто она залочена. Ничего нет, просто вот такие вот обрывки. Очень жаль. Но не переживайте, русская душа все-таки в игру пробралась, она есть, просто мы не слышим родной язык, но там и везде где-то есть какие-то намеки на русских, там генералы какие-нибудь. Вообще главный злодей — фанат Сибири внезапно. Please, I have vodka. Help yourselves. Not very American, I know, but it's a custom my friends in Siberia taught me to love. Siberia was just one pit stop of many. Colonel, may I see your knife? By all means. It's a traditional Yakut hunting knife.
И я вообще не понимаю людей, которые писали в комментах, что будут бойкотировать Киберпанк из-за того, что там нет русской озвучки. Я, конечно, понимаю, что мы все за 3 года привыкли к нашим голосам, но, если честно, отсутствие русской озвучки мне не сильно помешало пройти Киберпанк, вот Phantom Liberty DLC, полностью закрыть его. И я искренне не понимаю людей, которые просто берут и пытаются как-то бойкотировать Phantom Liberty за то, что тут нет русской озвучки. Это не так уж-то и важно, откровенно говоря. Такие игры, на секундочку, это DLC, ощущается как отдельная игра. Выходят не каждый год и не каждые 5 лет. Из-за каких-то дурацких принципов ограничивать себя от качественного контента, которого, поверьте мне, в игровой индустрии не так уж и много осталось, но это глупо просто. Согласитесь? К сожалению, давайте будем реалистами. Сейчас в нынешней ситуации не просто сделать русскую озвучку 30-часового огромного DLC с кучей персонажей. Это почти невозможно. Но хочу выписать респект разработчикам за то, что в основную игру они добавили кучу контента, это круто, и внезапно этот контент озвучен на русский язык, чтобы это не выбивалось из общего повествования. То есть все сделано для того, чтобы вам было приятно и удобно играть в вашу, например, вот русскоговорящую версию игры. И это милый такой подход. Все разговоры по рации полицейских во время погони, они озвучены и озвучены довольно-таки круто. Внимание, происшествие в Хейвуде. Опять дети шалят. Ладно, выезжаем. Внимание, подозрительная активность в Хейвуде. Вас понял, диспетчер. 331 выезжает. Мой район, кстати. Можно как-нибудь на так и сходить. Если бы им было насрать, они бы, не запаривались над таким вот бесшовным экспириенсом. Самое главное, что из Phantom Liberty получилась отличная самостоятельная игра и восхитительная DLC с офигенной историей, отличными персонажами. И все это отшлифовано новеньким обновлением 2.0, которое переносит игру на новый уровень. И теперь можно смело сказать, что Киберпанк ощущается как новая игра. Машины и вождение были полностью переделаны, чтобы дать игрокам больше веселья и разнообразия в геймплее. Также добавили отдельную боевую систему для автомобилей. Теперь вы можете уничтожать врагов с помощью устанавливаемого гранатомета или любимого пистолета прямо из салона вашего авто. А для нетранеров добавили возможность взрывать транспортное средство врага с помощью взлома. Искусственный интеллект врагов был полностью пересобран с нуля, и теперь им добавили новые модели поведения и даже анимации. В игру добавили тонну случайных событий и дополнительных миссий, и все это для того, чтобы даже после прохождения сюжетной кампании мир игры оставался живым и интересным для игрока. Киберимпланты и система аугментации полностью новые, вы можете переработать свой билд с самого нуля, ведь в игре изменили прокачку и перки, а также добавили целую новую ветку прокачки с уникальными способностями. В игру добавили более 100 новых пушек, шмоток, имплантов и даже машин. Фух, думаете, это все? Нет, в игру добавили новую систему полиции, прям как в GTA. Так что готовьтесь к погоням, баррикадам, перестрелкам и даже босс-баттлам с представителями Max Tac на самых высоких уровнях хаоса. Но самое главное и прекрасное во всем этом это то, что все это в игре появится у вас абсолютно бесплатно. И это лишь малая часть того, что изменилось в Киберпанке после выхода бесплатного обновления 2.0. Там еще миллион мелких изменений, таких как, например, новая моделька Джонни Сильверхенда. Он больше не выглядит как мыльный Киану Ривз, теперь он выглядит как мрачный Киану Ривз. А также добавили побольше отсылочек на мое любимое аниме. Теперь вы можете в ветках прокачки наткнуться на мордашки своих любимых персонажей, таких как Ребекка, Дэвид и Люси в их классических позах. Но самое крутое то, что теперь, если вы придете на кладбище, вы сможете найти надгробия персонажей из аниме и даже прочитать, что на них написано. Так, на надгробии Ребекки красуются ее 2 самых любимых дробовика и есть маленькая, но очень милая подпись. Жаль, что мы с тобой не договорили. Что отсылает нас опять-таки к сцене ее гибели, и это довольно-таки грустно. Ну а если мы пройдем с вами чуточку подальше, можно будет наткнуться на могилу Дэвида, на которой написано
Ты не показал мне Луну, но навсегда остался в моем сердце. Это опять-таки отсылает нас к аниме, и очень грустно становится на душе. Не знаю, надо пересмотреть, что ли. Под могилой Дэвида находится могила его матери, и там тоже есть надпись, что ваш сын таки добрался до вершины Арасака Тауэр. И да, я, пожалуй, пересмотрю. Ну ладно, не будем о грустном. Внезапно самая лучшая могила у моего любимого персонажа Хулио. Кто такой Хулио, знаю, вы, наверное, забыли. Хулио — это вот этот вот рыжий парень, который присоединился в конце аниме к банде. И у него на надгробии написано, внимание, Хулио. Он был источником взрывной энергии. Это гениально. Wait, Julio. Watch out for... Ну а если вам уже не терпится и хочется поиграть в Киберпанк и в DLC Phantom Liberty, рекомендую воспользоваться сервисом Ice Games, где вы можете не только купить лицензионные ключи для компьютерных игр и консолей, но и выгодно пополнить баланс своего аккаунта в Steam. Ребята продают игры, которых нет в российском Steam, с моментальной доставкой. Но самое классное, сервис Ice Games в партнерстве с Яндекс.Сплит запускает новый способ оплаты, который поможет вам не беспокоиться о повышении цен. С помощью Яндекс.Сплит вы можете оплатить все это частями. Стоимость будет делиться на равные порции, после чего списывается первая часть. Вы можете распределить оплату на 2, 4 и даже 6 месяцев, а начать играть уже прямо сейчас. Уже после оплаты вы получите свой ключ, который сможете использовать сразу. И поверьте, такого еще нет ни у кого. Каталог постоянно пополняется новыми играми, поэтому я часто просматриваю вкладку «Оплата без комиссии». Там много крутых игровых хитов и новинок, как на ПК, так и на Xbox. Например, Days Gone, God of War, Horizon и многие другие. На Ice Games можно купить даже подписку на Xbox, игровые валюты, и также с их помощью можно легко пополнить баланс в Steam, и вам даже не придется заморачиваться созданием альтернативных аккаунтов и мучиться с WebMoney. Просто заходите на Ice Games, логиньтесь, вводите нужную сумму и получайте деньги на ваш аккаунт. Зачисление проходит в течение пары минут, а пополнить счет можно не только через банковскую карту, но и через удобную систему быстрых платежей по QR-коду с минимальной комиссией. Ice Games работают 24/7, и их техподдержка всегда на связи. А если что-то пойдет не так, вам максимально быстро помогут в любое время. Самое приятное, что до конца октября по ссылочке в описании действует сниженная комиссия для всех подписчиков моего канала. Переходите, закупайтесь и наслаждайтесь видеоиграми. И, кстати, не отходя далеко от кассы, поскольку это связано и с аниме, и с игрой, поговорим с вами о новых имплантах, а точнее о новой системе имплантов. Теперь вы не можете пичкать в Wii безграничное количество самых разных имплантов. У каждого бренда и у каждой модели имплантов есть свой, так сказать, уровень качества. И чем выше это качество, тем дороже имплант, и тем менее он сказывается на здоровье главного героя. То есть теперь есть ограничения по имплантам. И были слухи до релиза, что теперь, если вы поставите больше имплантов, чем выдерживает ваш организм, у вас появится механика киберпсихоза. Я Шизик, отвезите меня домой. Ну и я, само собой, помню, что в аниме и в игре это были самые нереальные и крутые моменты, когда кто-то впадал в приступ киберпсихоза. Это было настолько безумно, настолько нереально, что посвятили этому целое отдельное аниме. Главная сама идея аниме «Бегущий по краю» именно что киберпсихоз. Его там раскрыли максимально четко. Ну и вот мы думали, что да, ну наконец-то появится в игре. И вот я побежал к Риперу, чтобы поскорее поставить себе максимум имплантов и проверить, насколько я поменяюсь в лице. А в итоге оказалось, что киберпсихоза нет. И это, пожалуй, моя единственная претензия к проектам. За 3 года доработки и полировки игры они так и не добавили киберпсихоз в игру в свою. И это безумие. И это я не просто сейчас вот сел и выдумал, что киберпсихоз должен быть в игре. У нас изначально, когда был синематик самый первый, нам показывали, как Макс Так ловит психопата, киберпсихопата. В интервью разработчики говорили, что они хотят углубиться в эту тему, потому что это интересно, насколько человек может выдерживать вмешательство технологий в его организм и к чему это будет приводить. Даже в игре есть квесты, где ты должен собрать всех киберпсихопатов. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага.
Слушай, я понимаю, как это звучит, но мне кажется, что экспериментальная терапия — это лучше, чем пуля в башке. Ты мне что-то хотела сказать. Про киберпсихоз? Не то чтобы. Но спасибо тебе за помощь. И ни хрена не происходит. Они это вообще не раскрыли в игре. Толком все, никто ничего не знает по киберпсихоз. Ну, слава богу, они сделали отдельный сериал. И там сосредоточились и показали, что это такое. Но вот выходит бесплатное последнее обновление для Киберпанка. И ничего с точки зрения геймплея так и не добавили. Видимо, приберегли для следующей второй части, которая выйдет, дай бог, в 1932 году. Поэтому ждать еще очень долго. Но давайте-ка мы вернемся к Phantom Liberty и поговорим о сюжетной кампании уже немножечко со спойлерами. Поэтому, если вы боитесь спойлеров, закрывайте уши. И сейчас будет небольшой тест для тех, кто еще не знает, а стоит ли ему проходить DLC, понравится ли оно вообще ему и стоит ли тратить на него время. Я вам озвучу малюсенький фрагмент истории. Если вам он будет интересен, и вы скажете: блин, ни хрена себе, а что было до, как к этому пришло, тогда это DLC рекомендую я вам к прохождению. Вот, готовьтесь. Вы встречаете девушку в казино, внезапно залезаете в багажник ее машины, старого такого ретро-кара, взламываете его, дожидаетесь ее с братом, угоняете машину с ними внутри, пригоняете ее в гараж, там ваши подельники их вытащат из машины и казнят у вас на глазах. Потом вам отрежут лицо, поставят импланты, вы станете хамелеоном, который может при желании менять внешность, и вы должны будете с досье отправиться в логово главного злодея и отыгрывать персонажа, которого только что убили ваши друзья. И если на допросе вы расколетесь или хотя бы ошибетесь, вас казнит главный злодей. И вот если это вам показалось интересным и прикольным, тогда вам абсолютно точно прописано врачом прям надо пройти это DLC. Оно очень вам понравится и оставит кучу приятных впечатлений. Я вам это гарантирую. Ну а в целом, поскольку у нас обзоры честные и у нас всегда есть правда, как бы мы говорим и о плюсах, и о минусах, поэтому давайте-ка поговорим о проблемах, с которыми я столкнулся. Во-первых, духота. Под конец DLC будет момент, где вам надо будет на манер Alien Isolation прятаться от огромного древнего робота Мелитеха, которым управляет... спойлер, не буду говорить кто. И, мягко говоря, это слишком было затянуто. Это круто, это то, что хоррорную часть добавили в Киберпанк. Это здорово, реально было очень страшно, но, боже мой, это длилось в 2 раза дольше, чем должно было быть в идеале. Но это может быть вкусовщина, я был, может, уставший, но что-то я не оценил. Прикольно, но слишком затянуто под конец. Но впечатление DLC, кстати, это не портит, совсем не портит. Это вот такая вот малюсенькая капелька дегтя в огромной цистерне меда, поэтому просто вы должны об этом знать и готовьтесь к этому. Ну а второе, да, у игры есть небольшая рекомендация от разрабов. После обновления 2.0 и после выхода DLC, после 21 октября 2023 года, в идеале начать Киберпанк нужно проходить с самого начала, тогда у вас не будет никаких проблем. И это правда, разрабы не врали, проблемы, если вы это не сделаете, определенно будут. У меня очень старые сейвы, я их в каждое обновление переносил, и еще не начинал игру заново проходить, то есть у меня все сейвы еще с 21 года, это очень давно, и на них наваливали все эти обновления, и там уже раньше много было конфликтующих всяких вещей, но сейчас это просто ад и безумие. Это лютый богодром именно в отдаленных местах Найт-Сити. То есть само DLC вылизано. Но старые сейвы показывают, дают, так сказать, о себе знать тогда, когда ты гуляешь по Найт-Сити. Город сходит с ума. Игра не понимает новые файлы, и из-за этого персонажи, NPC... сходят с ума, реально, как будто бы все погрузились в киберпсихоз. Выглядит это очень забавно, потешно, и я решил проверить, на чем новое прохождение, и на тех же местах, где было больше всего багов, где были проблемы, их нет. То есть после выхода обновы, если реально начать игру проходить с самого начала, все файлы будут новыми. Им не с чем будет конфликтовать, и из-за этого не будет никаких проблем. И я не удивлюсь, если ошибка с озвучкой вызвана тем, что у меня файлы сохранились с 2021 года еще. Поэтому да, вы должны об этом знать. В идеале использовать новые сейвы. Но я прошел на старых, очень старых, древних, пыльных сейвах, и я прошел DLC спокойно. У меня была ровно одна багулина, которая мне мешала пройти, но я загрузился, и все. То есть именно Phantom Liberty
вы можете пройти на своем любимом персе без проблем. Но гулять по Night City я, наверное, не рекомендую. У меня прям лютый ад был. Прям лютый ад. Ну и сейчас вот я сижу и понимаю, что... А история-то с Киберпанком закончилась длиною в 3 года. Мы следили с вами отлично за всем этим на канале. Каждый раз я старался освещать обновления, говорить о том, что произошло. Я даже сделал часовую документалку о том, почему игра получилась такой, как ее такой выпустили. Там куча эксклюзивного материала, кадры с разработки, вообще секретные документы. Это, без шуток, кстати, часовой почти что эпизод. Восхитительное видео, его очень многие полюбили. В комментах пишут только приятные вещи и очень приятно. Ребят, спасибо всем, кто подписался с этого видео. Для меня это очень много значит. Алгоритмы их задушили. К сожалению, эти видосы мои по Киберпанку, но спасибо, правда, спасибо, я это очень ценю и надеюсь, вы посмотрите. Там реально вся душа моя вложена, и там продемонстрирован мой путь от хейтера игры, потому что я купил ее на PS4, вы представляете, что было на PS4, и путь мой продлился до фаната. Прям настоящего фаната, я кайфую от этой вселенной, я даже купил коллекционное издание. Так что... Да, это часть жизни. Небольшая, 3-летняя история, которая занимает в моем сердце особое место. И эта игра это больше, чем просто очередная развлекаловка. Для меня это прям период, интересный период. Я понял, что предзаказывать игры нельзя, но мне стало вот интересно, а почему другие разработчики не поступают как проекты? Любая другая студия, типа Ubisoft, EA, кто угодно, забила бы болтяру, сказала бы, ну да, мы выпустили неудачную игру и двинулись бы дальше, но не поляки. Они сели, сказали, да, навалили дерьмеца, но давайте-ка его разгребем, чтобы наконец-то раскопать тот алмаз, который мы изначально задумывали. Да, алмазик все еще с пятнышками, но в итоге игра-то хорошая, блин. По-настоящему хорошая. Я искренне завидую всем тем, кто еще не проходил ее, потому что у вас впереди целое невероятное приключение. И теперь это приключение будет вызывать у вас только положительные эмоции, что очень здорово, если честно. Огромная вселенная, куча персонажей и... Блин, я буду скучать. Честно, я буду скучать по этой игре и по этим героям. Я к ним прикипел. Очень сильно полюбилась мне эта игра, и я надеюсь, что так же, как и мне, эта игра понравилась вам, а может быть даже понравится. И это видео было для вас полезным, интересным и, может быть, даже на там грамулечку душевным. У микрофона был, как всегда, я, мистер Элвис. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комменты, как вам DLC, как вам Киберпанк. И, пожалуйста, ставьте лайки, это очень сильно поможет моим роликам прорваться сквозь жестокие алгоритмы Ютуба. И обязательно зацените это шикарнейшее 40-минутное видео, посвященное Киберпанку и полной истории его разработки, где мы узнаем, собственно, что пошло не так и почему игра вышла такой, какой вышла. Ну и до скорых встреч в новых видео. Пока-пока.